Непотизм и отрицательная селекция. Данное видео по вашим комментариям, друзья, ваши отзывы, аккумулирую и делаю разбор. Итак, закрытая система элит в России, иными словами. Зрители в комментариях, собственно говоря, то есть вы правы абсолютно в том, что дети и родственники чиновников часто избегают реальных последствий. Скандалы заканчиваются увольнением родителей, а не наказанием отпрысков, имеют быстрый доступ к ресурсам по праву рождения и защищены от обычных рисков. Это подтверждается множеством публичных кейсов и исследованиями. Главный источник свежих данных – большое расследование проекта, например, в ноябре 2025 года «Отцы и деды». 76% высших российских госслужащих из 1329 изученных имеют родственников во власти или в бизнесе, завязанном на госзаказах. Это не единичный случай, а системная наследственная модель. Кстати, я бы здесь со своей стороны еще, знаете, что добавил? То, что ведь это делает действующая власть бестолковой, тупой, инертной, бессмысленной и низменно заинтересованной, то есть только низменные ценности. Почему? Да прям это же на поверхности. Смотрите, те, кто у власти, хорошие, они неплохие, могли идти по головам, могли быть духовными какими-то вдохновителями идей, да, то есть по-разному человек приходит в политику, во власть. Но его детишки – это упрощенный вариант, они сразу во власть. То есть я это к чему? К тому, что если кого-то, не знаю, ту же Нарусову, так как пример привести, она могла оторваться от народа, да Путин, я не знаю, Сечин, кто угодно, они, там, Володин, они все могли подзабыть уже в силу возраста, то детишки их, они не знали никогда народ. Они как родились с золотой колыбели, с ложкой в заднице своей позолоченной. Так просто и их посадили, и они должны принимать решения на основе ценностей, культурного наследия, того, чего они не видели никогда. Да, там, хорошо, если об этом читали, причем в учебниках, которые еще идеологически подправлены. Что они смогут сделать для людей? Да они не знают людей. Вот это парадоксальная ситуация, кстати говоря. Я бы на этом вообще основной акцент поставил, но тем не менее едем дальше. Итак, масштаб непотизма и династий. 25 крупных правящих династий. То есть вот насколько уничтожена по сути государственность, государственная машина, давайте рассмотрим. Потому что вот это надо воспринимать как, ну не знаю, как нож в колесо. Да, то есть как палку в колеса, то есть как то, что будет разрушать их же систему. Они тащат своих детишек, не понимая, или, да, опять же, что срабатывает. Подтянуть свой клан, но этот клан начинается отрицательная селекция, то есть он все будет глупей и глупей, пока не закончит очень плохо, по всей видимости. Итак, в топе тех, кто притащил своих родственников, Рамзан Кадыров, как это не удивительно, он затащил 96 вот этих бесполезных. Владимир Путин затащил 27 бесполезных, включая предполагаемых партнерш и их детей. Такой производитель затащил произведенное, которое совершенно от народа отделенное. Еще раз, по объективным соображениям, я даже не говорю, что они плохие, они просто совершенно другие. Причем они не понимают, что такое 1000 рублей, наверное, то просто не знают, что на нем можно купить, там, хорошо это или плохо. И Анна Биулина, глядя на них, с ними общаясь, принимает решение о том, как спасти экономическую ситуацию. Чью? Что они одобрят? Они одобрят. Элитка одобряет решения экономистов, политиков. А потом они удивляются, что эта толпа идет с вилами. Ну так, образно выражаясь. Тем не менее, продолжаем. Итак, Арсен Каноков 19 притащил, Сергей Чемизов 16, Николай Патрушев 15, ну и так далее по списку. Примеры в окружении Кадырова родственники на федеральных постах. Делимханов, Геремеев, у Патрушевых отец, дядя, сын, вице-премьер на совместных визитах. В Брянской области династия губернатора Богомаза контролирует сельское хозяйство. То самое, где забивают скот, делают классный бизнес. Я думаю, что они даже не понимают, что там народ. Почему якутов так перепугались. Да? Как только народ уже начинает беситься, они же их боятся. А они не знают, как с этим народом разговаривать. Когда он начинает говорить на их же языке. Вот тут они теряются. А потому что они даже своего соперника не знают. Общий тренд такой. 76% это огромная доля, особенно высоко в Минобороны и... Кто-то что-то где-то хочет победить. Ну, я просто вот с точки зрения даже объективности. Особенно высоко в Минобороне, в Верховном суде. Как это получилось дело Долиной? И как же оно так случилось? Что суды принимали совершенно необоснованные решения о том, что придумала Долина каких-то мошенников, они не найдены, их никто не смог найти. А суд принимает решение. Это, естественно, обсуждается в медиа, в соцсетях, расследованиях, как передача власти по наследству, как имущество.
кейсы так называемых гениальных детей, забудьте про науку, еще раз, это про простое следствие, быстрое назначение на топ-посты. Вот 2-3 громких примера: возраст на момент назначения, карьерный взлет. Итак, Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, в 33 года, 17 год, гендиректор Ил, авиационный комплекс. Вы еще летаете на самолетах, дорогие мои? Летаете. Ранее зам руководителя департамента ВОАК. При нем первый полет Ил-112ВБ, не знаю как правильно, 2019, позже разбившийся. Даже если бы оно не произошло, кстати говоря, предсказал, еще не добравшись до этого момента. Обсуждается в контексте проблем авиапрома. Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева, экс-глава ФСБ Совбеза. Как там, защищено государство? Нормально? Председатель правления Россельхозбанка, 2010, затем 18, около 40 лет ему, министр сельского хозяйства, позже вице-премьер. Брат Андрей тоже на высоких постах, центр Каспнефтегаз. Что же они там все горят? Что же их рядом с водой-то в Туапсе поставили? Ну так он же не соображает. И я не хочу его обидеть, он просто умственно неразвитый и не может быть развитым. Потому что для этого нужен объем знаний, широта, определенный кругозор, тот самый знание. И народ, если ты в политике, народ знать просто обязательно. Тот самый, многонациональный, кто-то грозный, кто-то резкий, кто-то мягкий и пушистый, по крайней мере, терпеливый. Они же ни черта этого не знают. Клан Патрушев, один из самых знаменитых. Естественно, Владимир Кириенко, сын первого замглавы Сергея Кириенко, 33-35 лет, 16 год, старший вице-президент Ростелекома. Нормально все с телефонами у вас? Быстрый рост до первого вице-президента. 21-й гендиректор ВК, до этого венчурный фонд и банк. ВК, это не там случайно не только за посты сажают, а человеку одному поменяли. То есть он пост сделал, сказочный написал. Сказочный. За него дописали, вошли на его страницу про Путина. Дописали про Путина. Дописали. Не он написал, а те, кто дописали, написали про Путина. Что сказочное? И его посадили. А те, кто написали, сидят, нормально себя чувствуют рядом с Владимиром Владимировичем. Едем дальше. Ну еще раз, они вот даже тот нюанс, на который я сейчас акцентирую, они же его не соображают. Почему? Умственно неполноценные. Выручка Ростелекома росла, но, и черт, я не хочу, не для оскорбления это говорю. Я вначале сразу оговорился, да, что это сама система выпистовывает умственно неразвитых. Ничего не поделаешь. Они могут быть энциклопедических знаний, но для этой должности, для этой работы, для понимания социально значимых вопросов они умственно недоразвитые. Ничего не поделаешь. Но назначение связывают с фамилией. Другие примеры. Сын Медведева Илья, секретарь совета по инновациям. Как вам? Инновации. Много поизобретали. Дети родственники Чемизова, Золотова, Фродкова, Промсвязьбанк и другие на топ-постах в госкорпорациях. Хорошо работает? И черт, не потому что они это ломают, они это не могут сделать и никогда не сделают. Бизнес-империя на госзаказах. Родственники чиновников часто владеют компаниями, которые выигрывают крупные контракты, вытесняя конкурентов, которые умственно развиты. Могли бы для вас сделать много хорошего. Семьи губернаторов, министров, регионов захватывают активы, строительство, сельхоз, фарма, лекарства. Лекарства перестали с Запада присылать, люди там ложись и умирай. Очень важные лекарства пропали. Они же ими занимаются, нормально занимаются. Пример. В Мордовии Самарской сын Меркушкина с заводами и миллиардными контрактами. Компании родственников получают подряды от ведомств, которые курируют их отцы. Конфликт интересов, соответственно. Классика жанра. Фирмы, связанные с сыновьями губернаторов в СПБ, Ленинградской области и других, Матвиенко, Сердюкова, уже прям уже норма. Конкретно гонка героев, дочь Шойгу, квантовые технологии, сын, я просто, извините, Шойгу. На Шойгу смотришь сразу как на академика, причем я просто... Он в военной части, человек не служит, ладно, все, не буду ничего, пишите со своей стороны. Квантовые технологии. Вот просто мы живем в состоянии квантового скачка какого-то. Ну, едем дальше. Строительные, сувенирные фирмы с сотнями миллионов рублей контрактов. Это приводит к вытеснению частного бизнеса, естественно, да и вообще, в принципе, адекватного мышления. Превращается мышление в мышление потихоньку, как оно уже и бывало, и что и развалило в свое время страну. Все решает доступ к административному ресурсу. Давайте Брежнева не забывайте, его дочку и бриллиантовое дело. Ну, то есть это та же схема. Отрицательная селекция и деградация, естественно.
Естественно, аудитория обсуждает, вы, дорогие мои, это обсуждаете, а я с вами, в общем-то, соглашаюсь, именно это. Наследники часто не имеют нужных компетенций, проблемы в отраслях, авиапром, проблемы с Ил-112, МС-21, задержки аварий, критика в адрес назначенцев младшего и общей системы. Реформы не спасают от системных сбоев. Финансы, сельхоз, IT, госкомпании аналогично. Рост показателей иногда есть, но критики говорят о неэффективности долгосрочных инвестиций. Коррупция, отсутствие конкуренции. Общий нарратив. Система отбирает лояльных и своих, а не лучших. Притом Сорокин, современные социологи описывают это как отрицательную селекцию, трудно не согласиться, худшие приспосабливаются лучше, приводит, просто хорошо звучит, приводит к деградации элит и отраслей, само собой, социальный тупик, соответственно, талантливая молодежь, мои вам слова поддержки, мир большой. Либо встраивается в систему, лояльность, но карьерного роста, кстати говоря, все равно не будет, это уж, надеюсь, все понимают. Еще раз, вот как-то перед дракой Саид Джумаев, там вот стояли несколько чеченцев, когда пришли на митинг вот этот, который такой был мощный и шумный в дальнейшем, да, который подрался с полицией. Ведь они же высказываются о том, что их лишили перспектив, они поступали, они включались в эту деятельность, там свои, наши, вот эти молодежные организации. И они поняли, что там, вы как мартышки можете тут попрыгать, но никакого роста, никаких перспектив, тех самых долгосрочных инвестиций у вас нету. И они прям говорили, мы пришли не из-за Навального. Не поддерживали они Навального. Они пришли, потому что где собрались люди, чтобы заявить о проблеме. Им заявили потом срок лишения свободы. Либо уезжают, что совершенно естественно. Вот это называется отток мозгов. А безмозглые остаются, вернее их тащат из своих семей. Дети элит часто живут, учатся за границей. Лаврова, Якунина. Мне кажется, вот этих надо просто наградить, потому что они хотя бы не гадят в ту самую власть. Уж лучше пусть живут там за границей. Лаврова, Якунина, Мизулина и другие. При этом родители, естественно, патриоты. Кстати говоря, вот вы знаете, рассмотрев, и спасибо вам за ваши комментарии, я считаю, что Мизулина, Лавров и Якунина это патриоты. Вот реально, я так искренне считаю, просто сделав этот разбор. И, кстати говоря, здесь я не пытаюсь, если бы мой разбор пришел к противоречию с вашим комментарием, я бы об этом сказал, кстати, у меня будет разбор подобный. Но здесь я с вами полностью разделяю вашу точку зрения, дорогие мои горячо обожаемые сограждане. Скандалы с золотой молодежью, видео, нахрена мне Пермь и так далее. Да, было такое, усилию и там где-то проживает, бухает. Последствия, убивает инициативу, конкуренцию, социальную мобильность, обычные люди сталкиваются с рисками, элита нет, творят все что угодно. У меня будет также разбор, кстати, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать, по поводу того, как эти элитки, например, девушки позвоночник сломали в Дубае, да, и потом не надо было даже много ума, чтобы копнуть, кто они такие есть, и, собственно говоря, они и есть, уехавшие. Вот Лавровские еще не попадались, но эти попались, но это уровень пониже, но суть в том, что они ведь и за рубежом не какие-то, такие, в общем, боюсь, что они вот эту свою тлетворную умственную неполноценность ведь тащат везде. Но, опять же, тут уже немножко мое имхо, свое пишите в комментариях, мне крайне полезны ваши комментарии, потому что они и приводят в результате к такому разбору, который где-то в чем-то и вот мою точку зрения поменял, по крайней мере, в отношении того же Лаврова. Я считаю, что он очень много делает для страны, то, что он свой выводок выкинул нахрен, занимаясь, не знаю, интересами семьи Усманова. Вот это, это его задача. Хорошо, что его детишки не занимаются интересами детей граждан Российской Федерации, потому что тогда бы хрендец был бы и здесь, и там. Он и так помог детишкам Усманова, что Орбан своей должности лишился, помогатель хренов. Да, слава богу, что его детишки не помогают вам выживать. А то, наверное, вы бы как Орбан. Но только вас, если его выпилили из власти, нас с вами, простых граждан, обычно выпиливают из жизни. Так что берегите себя, не забывайте подписаться, расскажу, покажу, и где спасаться обязательно расскажу. Нет безвыходных положений. Есть выходы, которые требуют определенного напряжения, перестройки того вещества, которое у вас-то как раз-таки есть. Основываясь на ваших комментариях, делаю этот вывод. Это не пустой комплимент. Берегите себя, увидимся и пишите. Спасибо, хорошее направление дали.